Okay, thank you much. Okay, so I'm here to talk about a new audio interface which is called ProTools Carbon. Это ProTools Carbon. Next slide. Давайте переключим. Okay, this is ProTools Carbon. Так выглядит ProTools Carbon. So ProTools Carbon is an audio interface for musicians. Это аудиоинтерфейс для музыкантов. It offers a whole new way of working. Он представляет собой совершенно новый взгляд на работу. So it has fantastic quality audio inputs and outputs. Он содержит совершенно удивительного качества входы и выходы. But it also gives us a new way of working inside Pro Tools software itself. И также он дает нам безграничные возможности работы с самой программой Pro Tools. Okay, if we go to the next slide, please. So the about Carbon is that it's, as I say, it's for musicians. Как я уже упомянул, что карбон специально был изобретен для музыкантов. It's for artists, it's for engineers, for producers, and basically anybody who wants to record a performance. Он предназначен для всех, для артистов, для музыкантов, для продюсеров, для звукоинженеров, все, кто хотят сделать очень качественные аудиозаписи. It has a new way of working that I've made or involves using your native power of your computer. Уникальная черта заключается в том, что вы можете использовать непосредственно всю мощь вашего компьютера. But it also has DSP chips on the interface itself. Но также в нем встроены некоторые модули, как DSP, которые позволяют очень большие возможности для звука. So the DSP chips give us a new way of working based on our HDX technology. И данный модуль помогает вывести нашу работу совершенно на новый уровень. The problem with recording for anyone who's working in a recording environment with a native system has to manage latency. Все, кто сталкивается с записью, непосредственно замечают такую проблему, как присутствие задержки большой. So if you're recording with a native system, you can have either a powerful system with high latency or a less powerful system with low latency. И записывая, например, непосредственно в программу, у вас может быть высокого уровня оборудования, но с большой задержкой, либо низкого качества оборудования, но с более малой задержкой. But it's impossible to have both a powerful system and low latency at the same time. Но, к сожалению, невозможно иметь по-настоящему мощную программу для записи и низкую задержку одномоментно. So in the past, Pro Tools has used outboard DSP, has used external DSP processing. В предыдущей версии Pro Tools обычно использовали DSP-процессоры, которые прилагались к программе. So this has enabled us to get both power and low latency using dedicated DSP. И присутствие вот этих DSP помогает нам как раз использовать и мощь, и низкую задержку. What Carbon does is brings DSP technology and combines it with the power of your native computer. Что же делает Carbon? Это как раз некий посредник, который соединяет мощь вашего компьютера и низкую задержку. And we call this the hybrid engine. И мы называем это гибридный прибор. Okay, so if we go to the next slide, please. So Carbon, as well as being about
the DSP and the latency, it's also about sound quality. И еще одной из черт карбона является не только отсутствие задержки и высокое качество, но и очень высокое качество звука. So we're using 32-bit analog to digital converters. Мы используем 32-битные конвертеры, преобразователи аналога и digital. We can go up to 192 kilohertz recording. Мы можем также использовать 192 килогерцовую конверсию. And we have 126 dB of dynamic range on the input. И динамический уровень входной — это 126 дБ. So very, very high quality audio. То есть таким образом вы получаете очень-очень высокое качество аудио. We're using the Jet PLL jitter elimination technology. Мы также используем технологию, которая позволяет уменьшить какие-либо помехи и дрожания. Giving us very, very low jitter specs. Таким образом, вот эта Jet PLL система позволяет прозрачный и ясный звук приобретать. We are using a microphone preamp which is based on our live sound console. Также встроенные микрофонные предусилители есть в этой консоли. So the S6L live sound console has a great reputation for sound quality. И таким образом данная опция позволяет очень хорошего качества звука добиться. So we're using some of those components from our high-end live sound consoles in Carbon. Таким образом, мы используем высококачественные входные сигналы для данного оборудования. We've also built in variable impedance on the mic inputs and the instrument inputs. Также есть разные входные сигналы, и вы можете контролировать импеданс разных микрофонов, как для инструментных, так и для вокальных. So everything that we've done is to make this box sound as good as possible. Все, что мы сделали, это смогли все самое лучшее вложить в данный прибор, чтобы качество звука было наилучшим образом передано. So next slide, please. So if you have a look, we can see the connectors on the back panel. Если вы посмотрите на подсоединение, вы видите входные гнезда в задней части панели. We have 8 analog to digital converters. У нас 8 преобразователей аналогового звука в digital. So we have the option of plugging in microphone, line input, or instrument input. Таким образом, мы можем подключить линейные входы и микрофонные. But we actually have a lot more outputs. Но на самом деле здесь гораздо больше выходов. We have a dedicated stereo monitor output. У нас есть стереомониторный выход. We've got 8 line outputs. 8 линейных выходов. We've got 4 headphone outputs. 4 выхода для наушников. And we have 16 channels of ADAT. И 16 каналов для обработки. Both input and output. Как входных, так и выходных. So having the headphones means that we can create lots of independent cue mixes. Наличие разных гнезд для подключения наушников, мы можем очень много разнообразных опций для создания микса сделать
в реальном времени. So it's challenging to translate some of the more technical terms, I'm sure. It's okay. So let's go to the next slide. So this shows us the monitoring capabilities. We can connect up to 3 sets of stereo speakers. Значит, какие опции у нас по выходу, по мониторингу есть? Мы можем 3 сета колонок подключить. And we can connect headphone outputs to create custom mixes. И 4 входных для наушников для того, чтобы делать непосредственно микс. We also have built-in talkback mic. Также встроенный микрофонный триггер. So that means that we can then communicate with the people in the studio. Таким образом, это облегчает нашу коммуникацию в студии с людьми. You can also trigger the talkback mic using a foot switch. И также переключаться вы можете с помощью ножной педали переключения. Okay, next slide, please. So Carbon uses Ethernet technology to connect to your computer. С помощью подключения через интернет-кабель вы можете таким образом использовать карбон. So we're connecting using something called AVB. Этот способ подключения называется AVB. So AVB uses a standard Ethernet connector. Таким образом, стандартное интернет-подключение может использоваться для данной цели. But it's quite different to Dante and AES-60 other Ethernet audio standards. Таким образом, can you please repeat again the sentence because there was a little bit interruption between the... Yes, it's very different to using Dante or AES-67. То есть это различие есть большое между использованием Dante или данную последнюю модель, о которой сейчас Дэйв говорит, подключение. So AVB is technology which has been used by Avid for many years. AVB использовалось очень много лет для подключений в ProTools. We've been using our live sound products for a long time. И мы использовали это для создания живого звука очень много времени. So the thing about AVB is that it gives you guaranteed quality of service. Использование AVB гарантирует вам очень качественное звучание. It gives me the ability to have dedicated bandwidth, so they have guaranteed performance. Таким образом, это гарантирует бесперебойное и максимально качественное выступление. It's also built into the Mac OS operating system. И также это построено на оперативной системе Mac. So Carbon requires an Apple Mac computer. Таким образом, Carbon подразумевает использование компьютеров Mac. Because AVB is built into Mac, means we can support it straight away. И так как это было изначально изобретено для компьютеров Macintosh, то мы всяческую поддержку оказываем именно для этой платформы. But we hope to support Windows computers in the future. Но мы также планируем в будущем разработать данную систему для компьютеров на базе Windows. So you need a qualified Macintosh computer. Вам нужен хорошего качества компьютер Macintosh. You need to be on the latest version of macOS Catalina.
Также требуется последняя версия ОС Catalina 10.15.6 или 10.15.7. And you need to be on the latest version of Pro Tools. И также последняя версия ProTools. So Pro Tools 2020.11 was released 2 weeks ago. 2 недели назад новый ProTools 2020.11 как раз вышел. So as well as support for Carbon, it has many other new features. Также в Carbon присутствует очень-очень много разных новых характеристик. Including a new dark theme. Новые тематики для документов. So this gives Pro Tools a more modern, darker look. И таким образом это дает Pro Tools внешний вид, совершенно иной внешний вид. 2020.11 also has lots of other features. И также новая версия Pro Tools обладает многими разными характеристиками новыми. Including converting audio to MIDI. Конвертация аудио в MIDI. But also new bounce options. Новая опция сведения трека. So make sure that you have a look at the new version of Pro Tools as well. Также посмотрите, пожалуйста, на новую версию Pro Tools. So if we have a look at the next slide. Следующий слайд. So the Pro Tools hybrid engine, this is what we've been talking about at the very... So the idea here is we're combining native processing with DSP. Так как мы уже упоминали о том, что это гибридный продукт, таким образом мы можем соединить опции встроенные в Pro Tools и опции Carbon. So we now have incredibly powerful native CPUs. Очень CPU очень высокого качества сейчас. And the CPU is very good for mixing or audio processing. Это касается сведения или процессинга звука, поэтому это так важно. But the problem, as I said at the beginning, is that you end up with high latency. Но, как мы уже упоминали раньше, что основная проблема – это высокая задержка. So what that means in practice is that somebody who's trying to record hears their signal in the headphones late. На практике мы получаем то, что в процессе записи сигнал, который идет в наушники, идет с небольшой задержкой. So for a musician, this means that it puts them off their timing. Для музыканта это означает, что он может играть вне ритма, вне времени. And it just means it's not a very good recording experience. И это может негативно оказаться на процессе самой записи. So what we've done is integrated our HDX DSPs into Carbon. Что мы сделали? Мы интегрировали наши HDX DSP прямо в Carbon. And within Pro Tools, you just press one button to switch between native and DSP. И таким образом в самом Pro Tools вам всего лишь понадобится одна кнопка для переключения между программой и DSP. Because our plugin is based around the AAX format, так как наши плагины сосредоточены вокруг AAX формата, it means we have the same plugin format for native and DSP. Таким образом, один и тот же плагин будет использоваться как для нативной программы, так и для DSP. This means that at any time we can take our session and bring it to any other Pro Tools system.
Таким образом, мы можем в любое время взять любую из сессий ProTools и поместить ее в любую другую программу ProTools. So you don't need to take your Carbon hardware with you to carry on working. Чтобы продолжать работу, вам совершенно не нужно брать карбон с собой для создания микса и так далее. So this gives us a huge amount of flexibility. Таким образом, данная система позволяет очень гибко работать в данной области. So if we move on to the last slide. Перемещаемся к последнему слайду. Okay, so this slide has an animation, so I hope it works. Здесь, по идее, подразумевается анимация. Буду надеяться, что она будет работать. Wait, don't click yet. Пока не нажимайте. So what we see here is we see the Pro Tools mixer running on the native CPU. Здесь мы видим консоль микшерную, которая работает на базе Pro Tools. So we have a large session with lots of tracks. Здесь у нас предоставлена большая сессия с огромным количеством треков. And as you can see, there's lots of plugins on those tracks. И также на этих треках очень много плагинов. So we're using our native CPU to get a very powerful mix. И мы используем наш родной CPU для того, чтобы создать очень сильный глубокий микс. But if somebody now wants to come and do a recording, но если кто-то придет и захочет сделать запись, then you simply press the button that you can see in the picture here. то вам нужно будет всего лишь нажать кнопку для того, чтобы начать запись. Okay, so if we can advance the animation, please. Пожалуйста, включите анимацию. Анимацию включите, пожалуйста. Okay. So what's happened now is pressing that button moves tracks onto the DSP. Нажимая данную кнопку, наши треки, как мы видим, переместились теперь через DSP. And what happens is that the DSP mode automatically flows through the mixer. И теперь автоматизирует весь микс через DSP эти треки. This is important because we need to keep our low latency path. Это очень важно для того, чтобы сохранить как раз низкую задержку. So pressing the green button puts all of the tracks downstream onto the DSP. И таким образом, нажимая кнопку зеленую, все треки у нас уходят вниз и идут через DSP. So now we have two mixers running in parallel. И теперь у нас две микшерные консоли, которые работают параллельно. We have our mixer on the native CPU. У нас наш миксер как раз на родной системе CPU работает. And we have the mixer running DSP. И второй миксер, который на DSP работает. Those two mixers get summed on the outputs of Carbon. И они звучат через выход в карбон. So it means that you're hearing the output of those two mixers on your speakers or your headphones. Это обозначает, что выходной сигнал вы слышите через карбон в ваших наушниках или ваших мониторах. And that's what the hybrid engine is all about. И это как раз основной принцип работы данной гибридной системы. So it's all about getting the best out of your system. Это все предназначено для того, чтобы выжать максимум качества из вашей системы. It's also about making it very easy to use. И также это предназначено для того, чтобы сделать использование очень легким и простым. So there's lots of complex technology going on in the background. То есть сама технология не так сложна.
But for the person who's actually using Pro Tools, they just press one button. И для тех, кто использует Pro Tools, всего лишь понадобится нажатие одной кнопки. So I think that's just about my time. Дэйв говорит, что, скорее всего, уже его время выходит. Yes, exactly, Dave, but we do have several questions for you. I would address some of them in English, but for some of them I will need the help of Ksenia. So, is the end user of Avid Carbon, is it musicians, artists, or recording studios? All of them, yes, absolutely. So anybody who needs to record music. Для всех, кто хочет записывать музыку. Okay, so do you have application, smartphone application for control of the mixer? No, but that's something which we would love to do. Cool. Пока нет, но это то, над чем мы, может быть, будем работать скоро. И последний вопрос от человека, видимо, с музыкальным слухом. Он спрашивает, какой породы собака у Дэйва, которая помогала ему докладывать. Не Йорк ли это по тембру? What is the kind of dog you have? Like he was barking somewhere. So what is do you have a dog? Yes, she is a Romanian rescue dog. Это романская rescue dog? Спасательная. Спасательная, да. Интересно. Круто. Will it fit into the frame, you know, or is it a big one? Is it small or big? Small. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you, Dave. Thank you, Ksenia. It was really interesting and useful, not only for the audience, which we do have here in Azimuth Hotel, but also for the online audience. Thank you.